Глава 232. Му Цин сделал глубокий вдох и признался, это действительно я напал на Фэн Синя. Фэн Синь от злости едва не задохнулся, я так и знал. Кроме тебя больше некому, Му Цин продолжал говорить, обращаясь к селяню, но это все потому, что столице бессмертных пришел конец. Тогда все искали способ поскорее убраться оттуда, а он никак не желал уходить, не слушал, когда его звали. Остаться Фэн Синь еще хоть ненадолго, его бы спалило негасимым пламенем. Вот я и принял решение ударить Фэн Синя, чтобы он потерял сознание, а потом уже передать тебе, селянь отметил, но ты вовсе не передал его мне. Фэн Синь исчез, а после очутился здесь. Это из-за непредвиденных обстоятельств, возникших после. Каких еще обстоятельств? Из-за духа нерожденного. Он неожиданно набросился на меня со спины, принялся кусать как бешеный, не позволяя мне забрать Фэн Синя. Я не успел взвалить того на плечо, когда столица бессмертных начала перестраиваться, а потом Фэн Синь, вместе с клочком земли под ним, переместился в неизвестном направлении. Если это правда, получается, Му Цин хотел совершить благое дело, но натворил прямо противоположное, вырыл Фэн Синю яму. Поистине вышло весьма неловко. «Но почему ты сразу не сказал?» — удивился селянь. И Фэн Синь подхватил, то есть, так ты пытался спасти меня из горящей столицы. Вырубил и бросил валяться, Му Цин с окаменевшим лицом продолжил говорить с принцем, дух устроился на его груди, а потом явилась и та демоница, Цзянь-Лань. Я подумал, что она разбудит или оттащит Фэн Синя куда-нибудь, не станет же просто стоять и смотреть, как он сгорит. Селянь все понял. Му Цин вызвался отправиться спасать Фэн Синя из-за чувства вины. Все-таки из-за него тот остался лежать на земле без сознания, и ответственность заставила Му Цина пойти на такой шаг. Поэтому он всю дорогу вел себя столь беспокойно, наверное, переживал, что Фэн Синь уже мертв, и все же в такое объяснение крайне трудно поверить. Фэн Синь, в бешенстве хватаясь за волосы, выпалил, что ты натворил, это же просто. Ты что, не знал, кого я искал? Да если бы ты не вмешался, я бы, возможно, нашел их. Му Цин хладнокровно ответил, дух нерожденного служит безликому Баю. Тот не стал бы причинять им вред. А они не собирались уходить вместе с тобой, ты бы просто потратил время, оставаясь там. Зови хоть 1000 раз, бесполезно. Лучшим выходом было спасти свою жизнь, покинув столицу бессмертных, а уж после заняться поисками, если представится такая возможность. Обязательно понадобилось выбирать столь опасный момент, чтобы признавать родного сына. Я лишь избрал самый приемлемый вариант из всех на тот момент возможных. Но Фэн Синь успокаиваться не собирался. К черту твой приемлемый вариант. Ты говоришь все это, потому что это не твой сын. Постой, то есть, хочешь сказать, ты хотел спасти меня. Увести оттуда. Хуачен вмешался. Довольно нести чепуху, отвечай на мой вопрос, что тебе сказал Цзюнь. Му Цин закрыл рот, ненадолго замявшись. Хуачен, не спуская с него глаз, добавил, ты теперь слушаешься его приказов, так, ничего подобного. Сразу возразил Му Цин. В таком случае, прошу, объясни, откуда эта проклятая канга. Му Цин так долго говорил, что у него немного пересохло во рту, и теперь он чуть хрипло произнес, если скажу, вы, скорее всего, не поверите. Фэн Синь перебил, мы только что тебя расспрашивали, но ты чуть не под страхом смерти отказывался сознаться, а теперь вдруг признал вину. Разумеется, твоим словам нелегко поверить. Му Цин с легким раздражением сказал, думаешь, почему я не сознавался? Объясни я тебе сразу, как было дело, ты бы точно не поверил. И относился бы ко мне по-прежнему. Кому захотелось бы во всем сознаться? Стоит признать вину, и сотни причин не оправдаешься, лучше уж ни в чем не признаваться. К тому же, безусловно, большая удача, что Фэн Синь остался жив. Но причины случившегося и впрямь звучали весьма нелепо, так что неудивительно, что Му Цин со своим характером не желал признаваться. Принц, который все время терпеливо слушал, произнес, сначала пусть договорит.
Бросив взгляд на селяня, Муцин помолчал и, наконец, с трудом выговорил: «Дело в том, что он велел мне причинить его высочеству вред, а я отказался, и поэтому здесь Муцину самому стало неловко от своих слов, и он осекся». «Значит, — уточнил Хуачен, — он разозлился и надел на тебя проклятую кангу». Муцин молчал. «И все?» — переспросил Фэн Синь. Хуачен без какого-либо особого выражения на лице заметил: «Скажи честно, ты бы сам поверил в свои слова». Будто подвергшись серьезному оскорблению, Муцин злобно бросил: «Не хотите верить — не верьте. Я виноват в том, что напал на Фэн Синя, но ничьим приказам я не подчинялся». Фэн Синь произнес: «Муцин, лучше скажи правду». От выражения лица Фэн Синя костяшки пальцев Муцина громко хрустнули. «Я сказал правду». «Что ты хочешь услышать?» «Что я переметнулся на сторону Цзюнь и решил убить вас». «Значит, в ваших глазах я именно такой человек». «Ваше высочество». Он перевел на принца взбудораженный взгляд. Селянь, охваченный размышлениями, долго смотрел на Муцина и уже открыл было рот, но Хуачен, со скрещенными на груди руками, вышел перед принцем, встретившись глазами с Муцином, и спокойно произнес: «Не надо так смотреть на его высочество. Ведь подобное уже случалось однажды. Тебя я не спрашивал. Когда подобное случалось, когда?» Хуачен улыбнулся. «Удачно ли прошло твое совершенствование на благословенной земле, которую ты отобрал у его высочества?» От улыбки демона повеяло холодом, тон голоса тем более не предвещал ничего хорошего. Муцин остолбенел, с его лица сошли все краски, он невольно отшатнулся на 2 шага. «Ты?» Муцин и сам прекрасно понимал, что в тот раз поступил не очень-то великодушно, поэтому более всего боялся, что кто-то начнет ворошить прошлое и тыкать ему в лицо. Хуачен говорил с улыбкой в голосе, но при этом незримо давил на собеседника. Не только Муцин, селянь был потрясен не меньше. И его поразило другое. Откуда Хуачен мог узнать об этом? Ни селяня, ни Фэн Синя нельзя назвать болтунами, они не имели привычки обсуждать кого-то за спиной, распространяя слухи. Уход Муцина нанес им тяжелый удар, однако они никогда не стали бы жаловаться кому-то. Что касается благословенной земли, селянь впоследствии не желал больше вспоминать о том случае и никогда ни с кем о нем не говорил. Принц был твердо уверен, что и Фэн Синь не стал бы. Тем небесным чиновникам, разумеется, также не имело смысла распространяться, у кого они отобрали волшебную землю для самосовершенствования, и они либо держали рот на замке, либо приукрасили и извратили правду. Селяню не доводилось слышать, чтобы после кто-то заговаривал об этом. Но если все так, откуда Хуачен узнал о случившемся? Разумеется, в чертогах верхних небес скрывалось немало его соглядатаев, но инцидент был настолько давний, целых 800 лет прошло, даже больше, а участники его в большинстве своем держали рот на замке. Неужели при таких обстоятельствах возможно что-то разузнать? Откуда ты узнал? Кто рассказал тебе? Спросил Муцин, переведя взгляд на Фэн Синя, затем на селяня, и в итоге все же остановившись на последнем. Хуачен ехидно усмехнулся: «Не смотри на его высочество, он никогда не рассказывал мне об этом. Вы ведь сами прокричали это на вершине Снежной горы». Забыл, лицо Муцина побледнело еще сильнее. Селянь же, недоумение которого немного спало, невольно покрылся испариной. Стоило Фэн Синю и Муцину схватить друг друга за горло, и они начинали безудержно сводить старые счеты, вскрывая на свет всю темную подноготную другого. При этом в ход шли любые давние грехи, которые каждый бросал в противника, подобно взрывчатке. Неудивительно, что Хуачен тогда столь сильно разгневался. Но принцу все же смутно казалось, что здесь не все так просто. Поскольку ему на ум пришла одна легенда о демоне в красном, что сжег дотла храмы богов, войны и литературы. Хуачен обрел славу одной битвой, одолел 33 небесных чиновника, затем одним махом сжег все их храмы и монастыри в мире людей. Селянь давным-давно позабыл, сколько небожителей когда-то поспорили с ним за благословенную землю. Он не помнил ни их титулов, ни облика, ни сказанных ими слов,
только смутно припоминал, что их было где-то около 30. Так, сколько же в точности, могли ли это оказаться те самые божества? И если да, то, получается, Хуачен уже давно обо всем знал. После долгого молчания Му Цин выдавил: «Тогда, было тогда, а теперь это теперь». Как бы то ни было, я никогда даже не думал. В самый разгар препирательств Селянь вдруг нанес удар ногой, выкрикнув: «Берегись, Му Цин», которого принц застал врасплох. От удара повалился на землю, послышался свист, и две острые холодные вспышки, пролетев прямо над ним, вонзились в стену. Му Цин вскочил, охлопал отпечаток ноги с одежды на груди и выкрикнул: «Ты это нарочно!» Решил первым напасть. Селянь поспешил объясниться: «Прости, прости, я правда не специально. Если бы принц нанес намеренный удар, Му Цин сейчас, весьма вероятно, проделал бы в стене дыру в форме человека». Все повернулись и увидели торчащие в стене два острых меча, которые все еще дрожали. «Кто это?» — воскликнул Фэн Синь. «Здесь нет никого», — ответил Селянь. Клинки сами пришли в движение: цзынь-цзынь, звяк-звяк, клац-клац, бряк-бряк. Отовсюду хлынуло ци убийства. Висящее на стенах оружие зашевелилось, бешено задрожало, а вместе с ним затряслась вся оружейная целиком. «Быстро на выход!» — велел Селянь. Но стоило ему побежать в сторону выхода, Фэн Синь удивленно спросил: «Куда ты собрался?» «Там нет хода». «Где дверь?» «Ведь не бывает оружейной без двери». «Как нам выбираться отсюда? Дверь была», — ответил принц. «Но пропала. Что происходит с этим оружием? Почему его вдруг захлестнуло ци-убийство?» Хуачен двумя пальцами поймал летящий в него меч и вроде бы не приложил ни капли силы, но клинок в тот же миг рассыпался на 9 обломков, которые со звоном разлетелись по полу. «Их слишком долго не брали в руки», — пояснил Хуачен. «Извелись в тоске. А когда почуяли, что кто-то пришел, захотели убивать, вот и все». Принц и Фэн Синь невольно повернулись к Му Цину. Тот сразу воскликнул: «Я тут ни при чем», — Хуачен напомнил, «но это ведь ты привел нас сюда. Я увидел духа нерожденного, и потому указал на этот путь, ты один его увидел». Аргументов у Му Цина не осталось, и он лишь сжал кулаки. «Что теперь делать?» — произнес Фэн Синь. «Как нам успокоить все это оружие?» Хуачен еще не ответил, а Селянь вдруг вспомнил, как ему приходилось однажды противостоять подобной нечисти, и пробормотал: «Способ есть. Но только придется позволить им убить кого-то. Но сейчас мы вчетвером заперты здесь без возможности выбраться. Как и кого ты собрался убивать?» Селянь только открыл рот, как Хуачен вдруг вмешался: «Втроем». «Что втроем?» — не понял Фэн Синь. «Просто поправил. Мы заперты здесь только втроем». Селянь резко обернулся и в самом деле обнаружил, что из 4 присутствовавших в оружейной Му Цин неожиданно исчез, сомнений не оставалось. Там, где ранее находился Му Цин, теперь не оказалось никого. Фэн Синь поразился: как же так? Он ведь только что стоял здесь, зато Хуачен нисколько не удивился, все-таки он сам недавно столкнулся с подобным. Это владение безликого Бая. Все здесь слушается его приказов. Он творит, что вздумается, и, разумеется, если ему заблагорассудится кого-то забрать, он тут же это сделает. Если ранее Фэн Синь больше склонялся к тому, чтобы поверить Му Цину, и все его словесные нападки вырвались в сердцах, то теперь Фэн Синь просто не знал, что сказать. Он долго молчал, затем, наконец, произнес: «Ваше Высочество, Му Цин, неужели он, в самом деле?» Селянь поспешно ответил: «Сейчас не время это обсуждать. Оружие вот-вот нападет, нужно придумать способ успокоить его, иначе нас покромсают до состояния мясного соуса». С такими словами принц вынул из-за спины Фэн Синь. Но Хуачен сразу схватил его за руку. Селянь застыл, поднял голову и натолкнулся на взгляд Хуачена. Демон внимательно смотрел на принца, и единственный его глаз смутно затягивало кровавой пеленой. Хуачен мрачно спросил: «ГГ, что ты собираешься делать с мечом?»